Всем привет! На связи Фанги Студио. Скоро День Святого Валентина, поэтому сегодня мы с вами порисуем бутылочку ароматного любовного зелья. Поехали! Как всегда, мы начинаем с идей. С небольшими предметами типа бутылок или сосудов часто бывает проблема в том, чтобы зритель с первого раза понял вообще, про что этот предмет. То есть в случае любовного зелья мы должны сделать так, чтобы было точно понятно, что это именно оно, и чтобы это происходило практически на подсознательном уровне. Подобная узнаваемость поддерживается на нескольких уровнях, но мы начнем с того, что постараемся заложить идею уже на уровне формы. Вы можете наблюдать, я создаю несколько вариантов, экспериментируя с разными аспектами. В нашем случае есть хорошо узнаваемый и по-хорошему стереотипный элемент – форма сердца. И как раз ее можно использовать как базу для бутылки. Я пробую разные подходы. Где-то вариации на классическую форму сердца, где-то использую перевернутую форму. Альтернативным, а лучше и дополняющим методом является непосредственно детализация, то есть украшение. Можно попробовать как в лоб где-нибудь вбросить сердечко, или попробовать более изящный метод, например, завернуть ободки в похожую форму, или огранить бутылку стандартной формы чем-то вроде держателей, чтобы внутренняя часть считывалась как сердце. Вариантов много, и здесь у нас полный полет фантазии. В итоге у меня получились вот такие вот 6 вариантов. Я считаю, что вот эта вот бутылка лучше всего отражает тематику, поэтому будем дальше работать именно с ней. Какую из получившихся бутылок выбрали бы вы? Делитесь в комментариях под этим видео своими идеями, как выглядела бы ваша бутылка с любовным зельем. А мы пока продолжаем. Итак, мы определились с выбором, но оставлять в текущем виде мы это не будем, поскольку просто анфас это не очень интересно. Поэтому следующим этапом мы поставим бутылку в ракурс и заодно прогоним идею еще раз через голову. Возможно, мы что-то захотим улучшить или поменять. Я начинаю с общего объема, то есть с болванки, и для облегчения работы использую вертикальную симметрию, которую ставлю под нужным наклоном, и, собственно, она будет выступать у нас как осевая линия. Особое внимание мы уделяем пропорциям. Сверяйтесь с изначальным скетчем. Справившись с формой, мы облачаем ее в детали, намечая видимые толщинки. В процессе я решила изменить форму основания, чтобы она лучше соответствовала мягким округлым формам остальной бутылки. И не забудем подумать о внутренностях бутылки, поиграемся напоследок с трансформацией, и мы готовы приступать к лайну. На этапе лайна я додумываю какие-то финальные мелочи, например, даю себе подсказки по поводу материальности. Крайне полезно продумывать материалы уже на начальных этапах, так вы будете более четко понимать, куда вы двигаетесь и какие моменты придется учитывать дальше. Здесь я преследую идею такого грубоватого металла, поэтому сразу делаю линии более рубленными и угловатыми, а также не забываю прикинуть крупные вмятины и прочие повреждения. Далее по стандарту мы делаем подложку. В данном случае я решила сделать ее от руки, чтобы сохранить некую неидеальность, такой элемент ручной неровности, чтобы это соответствовало выбранной стилистике. Если у вас задача получить четкие, аккуратные силуэты, то используйте инструменты выделения типа пера. Кстати, о нем. Далее мы будем разбивать форму уже на отдельные элементы, и саму форму бутылки я уже буду выделять именно пером, чтобы получить красивые, плавные, кривые для стеклянной части. Металлические же грубые части также заполняют руки. Делаю это примерными базовыми цветами. Кстати, выбор цвета – это второй уровень после формы, где мы можем визуально сообщить тему зрителю. То есть в нашем случае это будут такие более-менее стереотипные цвета. Для бутылки я возьму красный оттенок, а для металла теплый желтый. Поставим все это на фон, и самое время подкорректировать уже цвета при помощи Ctrl-U. Естественно, у нас много желтого металла, поэтому разные его элементы придется разводить. Те части, которые ближе к нам, например, центральное сердечко и коготок внизу, я сделаю светлее из слегка другого оттенка. И также держу в голове то, что дальше еще буду их делать более контрастными, чтобы вытащить вперед. С цветами мы определились, работа уже на данном этапе выглядит вполне неплохо. Значит, мы двигаемся в правильном направлении. Теперь нам надо раскидать оттенки и светотень, то есть создать себе базу, которую будем мы дальше рендерить. Чем больше моментов мы решим именно сейчас, тем более расслабленно потом пройдет рендер. Начнем, пожалуй, с самого вкусного, а именно со стекла. В
Вся красота стекла начинается с оттенков, которые задаются главным и отраженным светом, а точнее их температурой. Основной мы определяем как теплый, а отраженный как холодный. И, соответственно, мягкой кистью наносим с противоположных сторон оттенки. Более теплый красный и более холодный фиолетовый. Здесь весь фокус именно в плавных градиентах. Вторая главная составляющая стекла – это отражение. Их я располагаю по краям и, главное, по форме бутылки, чтобы все было правдоподобно. В отличие от градиентов, отражения должны быть жесткими, четкими и полупрозрачными. Обычно я их наношу в режиме наложения типа хардлайта либо скрина. Если сложно делать из головы, то обязательно запасаемся референсами и анализируем, как работает стекло. По такому же принципу я набрасываю оттенки и отражения на остальные части стекла, на горлышко и на пробку. И всегда держим в голове, откуда падает основной свет и какие, соответственно, участки будут бликовать больше всего. Дальше переходим к металлу, и здесь я достаточно грубо вбрасываю оттенки. Поскольку это металл, сразу учитываем контрастность и цвета окружения. Поэтому там, где металл находится ближе к стеклу, смело примешиваем от него цветные рефлексы. На участках с основным освещением превалируют теплые желтые оттенки, и там же сосредотачиваем участки будущих бликов, то есть делаем там максимально контрастно. Справа же влияет вторичный холодный свет, поэтому голубоватые оттенки там немного съедят насыщенность желтого и уведут те области назад. В таком духе я прорабатываю все металлические элементы. Что же касается центрального сердца, мы помним, что определили его как главный объект, поэтому даем ему больше внимания за счет большего контраста. То есть я даю ему больше участков с бликами и в процессе стараюсь не потерять разницу в оттенках с прочими металлическими частями. То есть то, что мы закладывали еще на этапе базовых заливок. То же самое в чуть меньшей степени делаем и с коготком внизу. Постоянно оцениваем работу в общем. Если картинка работает как единое целое и нам все нравится, тогда мы можем смело переходить к рендеру. Поскольку все важные моменты мы решили, на рендере в основном мы будем прорабатывать уже более подробно и аккуратно материальность и детализацию. Начнем с сердца и будем превращать неаккуратные мазки в красивую фактуру грубого металла. Здесь я стараюсь подмечать красивые формы, которые получаются из случайных мазков и которые можно превратить в какие-нибудь наплывы металла, либо вмятины, либо в повреждения. Особенно хватаюсь за места, где образуются кромки. Там можно ставить красивые блики. Здесь мы также можем позволить себе большую детализацию, так как это фокусная точка. Дополнительно нам сыграют на руку достаточно яркие жесткие контурники, которые еще больше отлепят форму от всего остального. А вот для прочих и менее важных металлических частей детализацию держу уже на минимуме. В основном занимаюсь причесыванием мазков от этапа пререндера. Для фактуры и повреждений полезно сверяться с лайном, где мы оставляли себе подсказки. Теперь же нальем в бутылку, собственно, самого зелья. Для этого я копирую подложку с базой для стекла и стираю лишнее, оставляя нужную форму для жидкости. Лучше это делать маской, чтобы легко поправить при необходимости. Ставим жидкость в наиболее хорошо смотрящийся режим наложения. У меня это получился Vivid Light, и на новом слое сверху можем чуть больше погрузить жидкость в среду. Например, я могу добавлять яркие блики на поверхность зелья. В качестве деталей можно добавить пузырики. Я решила пойти еще немножко дальше и добавить испарение внутри бутылки. Текстурной кистью делаю случайное завихрение, кладу в режим наложения и подтираю лишнее мягким ластиком, чтобы сильно эти испарения нас не отвлекали. И мы, в принципе, готовы переходить уже к этапу финализации. Для финализации хочется сделать три вещи. Во-первых, чуть больше подтянуть общую контрастность. Это я делаю при помощи корректирующего слоя Levels. Только делать это надо аккуратно, чтобы тени не проваливались в черноту. Во-вторых, не лишним будет свести цвета еще немножко ближе при помощи Color баланса и подчистить края с бликами.
Края я чищу жесткой кистью, убираю лишнюю волосатость и усиливаю блики на кромках. Заодно можно докинуть еще немного деталек. Например, низ казался мне скучноватым, и там я добавила такую небольшую сегментацию. Ну и последняя атака на блики при помощи слоя с режимом наложения Color Dodge. Очень точечно усиливаем самые яркие блики. И, естественно, не забываем про основной блик на стекле. И, как всегда при финализации, доверяем глазам и смотрим, как будет красивее. Самым последним штрихом поставим наш готовый арт на приятный контрастный фон и наслаждаемся полученным результатом. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих туториалах.